Здравствуйте, дорогие наши коллеги и друзья, с вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня мы с вами будем знакомиться со студийными мониторами от немецкой компании EVE Audio. Это модели SC205 и SC207. Приступаем. Это далеко не весь модельный ряд, который нам предлагает эта компания, и если заглянуть к ним на сайт, то можно увидеть целое разнообразие акустических систем от 3-дюймовых настольных колонок до 3 и даже 4-полосных систем среднего и дальнего поля с динамиками от 5 до 12 дюймов. Ну и плюс, конечно же, сабвуферы и аксессуары. Неплохой такой арсенальчик. Кто они такие, эти самые EVE Audio? Это немцы, которые основались в 2011 году в Берлине и принадлежат опытнейшему специалисту в аудиоиндустрии Роланду Стенцу, который начинал еще в Восточной Германии, работая в одной из крупнейших компаний по поставке компонентов, используемых в телерадиовещании. Затем, после воссоединения Германии, трудился в берлинской фирме Hi-Fi, после чего в 1999 году стал основателем, акционером и гендиректором, все внимание на пищалочки, да-да, Adam Audio, где и проработал до 2010 года, но потом решил их покинуть и заняться разработкой новой линейки студийных мониторов. 2 единицы из которых мы сегодня с вами и пощупаем. Итак, это двухполосный 5-дюймовый монитор ближнего поля SC205 и двухполосный 7-дюймовый монитор ближне-среднего поля SC207. И давайте сразу о больном. Сколько? Друзья мои, на момент съемки 5-дюймовая модель стоит около 37 тысяч рублей, колонка 7-дюймовая 45,5. Дорого это? Или очень дорого? Или совершенно нормально? Сложно сказать, но то, что эти экземпляры стоят в ценовой линейке где-то между Adam серии T и A, это уже очень интересно. Что ж, давайте пробежимся по основным характеристикам этих мониторов, после чего послушаем их в работе. Итак, динамики 5,1 дюйм, 6,5 и 1 дюйм. Мощность 100 и 150 Вт. Частотный диапазон 53 21 тысяча и 44 21 тысяча Гц. Частота кроссовера 2,8 и 3 кГц. Максимальное звуковое давление 101 и 106 дБ. Вес одной колонки 5 и 8 кг соответственно. Ну и если важны размеры, то, пожалуйста, 175, 275, 233 мм и 215, 330 на 280 мм. Теперь об управлении, коммутации и вариантах установки. Начнем с последнего. Мониторы поменьше имеют снизу и на задней панели резьбовые вставки. Все это для того, чтобы иметь возможность установить их на обычную микрофонную стойку или же прикрепить к стене. У семерок такой возможности нет, но, видимо, и не должно быть. Напомню, что они относятся к среднему полю в том числе. Ну и здесь же надо сказать о том, что у каждой колонки есть вот такой набор маленьких резиновых ножек и защитная сеточка, сделанная из металла, которая крепится вот таким способом, для того, чтобы уберечь пищалку от каких-то неприятностей. Дальше. По разъемам все очень просто. Балансный XLR и небалансный RCA. Удивительно, что товарищи немцы забыли про привычные нам джеки, но, как сами они говорят, вот такой вариант является самым удобным на все случаи жизни. Ладно, спорить не будем. Лучше давайте обратим внимание на вот этот регулятор спереди. Это не просто ручка громкости, это смарт-ручка со светодиодным кольцом, при помощи которой мы можем сделать не только громче-тише, но еще и отфильтровать частоты под свое помещение. Для этого на задней панели находим DIP переключатели, выбираем нужный нам и работаем ручкой спереди.
после чего выбранные настройки можно зафиксировать и не бояться, что они непреднамеренно собьются. Ну и, пожалуй, последнее – это фазоинвертор. Он сзади выполнен в форме прямоугольника, причем больше, чем обычного во многих мониторах. И именно это, по заявлению компании IF, является одной из причин лучшей эффективности на низких частотах. То есть басы воспроизводятся плотно, с хорошим давлением и не вызывают искажений, независимо от увеличения громкости. Что ж, будем только рады, если действительно все это так, но, как говорится, давайте не будем терять времени и прямо сейчас это и проверим. Запустим в тесте небольшой микс и услышим его на 205 и 207 мониторах, после чего поговорим о результатах. Ну что, товарищи, резюмируем. И если коротко и внятно, то эти колонки точно стоят своих денег, и ни миллиметра сомнений ни у кого на этот счет появляться не должно. Они играют очень хорошо, все прозрачно, все отлично читается, никаких частотных проблем мы не заметили. И если с последним пунктом не все будут согласны, друзья, не забывайте делать скидку на наше помещение и способ записи. Буквально сантиметр в ту или иную сторону, и наш микрофон уже начинает не совсем точно передавать все то, что слышим мы. И вот именно отсюда главное. Если вы будете иметь правильно и хорошо подготовленную комнату, если установите эти мониторы по всем правилам,
включая соотношение их дюймов и ваших квадратных метров, вы никогда не пожалеете о тех деньгах, которые за них отдадите. На наш взгляд, в этом ценовом диапазоне на сегодняшний день найти что-то более качественное будет весьма непросто. На этом, друзья, будем заканчивать. Пишите о своих впечатлениях, задавайте вопросы, если они у вас появились. Всем спасибо за внимание и всего самого хорошего. 233 мм и 215, 330. Я так и знал, что сейчас неправильно покажу. Так, вот с момента замера тогда. Так, очень хорошо. Только что-то мне все так не нравится. Или нормально все?